С трудом сдерживая эмоции, Катерина наблюдала за ухудшением состояния своего мужа, Алексея. Она была уверена, что операция, на которую они согласились, была необходима, но замечала, что ему все тяжелее. Она отпустила вязание, вытерла слезу и попыталась сохранить спокойствие, чтобы поддержать мужа морально. Она чувствовала себя все более безнадежной, но пыталась это скрыть. Прошел месяц с момента, когда Алексей вернулся домой из больницы с планом дальнейшего лечения и реабилитации. Кажется, легче ему не становилось, наоборот, он терял силы. Он, когда-то крепкий и здоровый мужчина, превратился в слабую тень прежнего себя. На этот раз Катерина не торопилась домой. Она не хотела вернуться в дом, где когда-то была счастлива и который теперь был полон страдания и отчаяния. Подняв взгляд, она заметила, что окна их спальни открыты. Он, наверное, опять хочет свежего воздуха, даже несмотря на холод, подумала она и поторопилась домой. Она вошла в квартиру и сразу же направилась к мужу. «Снова проветриваешь комнату», — начала она, но замолкла, увидев мужа, на груди которого уютно устроился взрослый серый кот. Кто этот кот и почему Алексей позволил ему устроиться так близко к себе, подумала Катерина, помня, что муж раньше кошек не особо жаловал. Тихо закрыв дверь, чтобы не разбудить мужа, она вспомнила, что некоторые считают кошек исцелителями. Она часто слышала об этом, но никогда не придавала этому значения. Через час или около того раздался голос Алексея. «Катя, ты уже дома?» Он звучал явно бодрее, чем обычно. «Да, я дома. Куда мне еще идти?» Улыбнувшись, ответила Катерина, подходя к мужу. «А кто этот таинственный гость?» Она указала на серого кота, который все еще лежал на груди Алексея и мурлыкал в ответ на его ласки. «Ну, вот как-то так получилось», — сказал Саша, поднимая плечи. Открыл окно для свежего воздуха, и он вдруг появился. Сразу же кинулся ко мне на грудь, как будто понимал, где мне больно. Забавно, возможно, он у соседей? Он же не мог просто так возникнуть, задумчиво сказала Катя. Возможно, ушел от соседей, предположил Александр. Но он мне так помог. Чувствую, что боль в груди улеглась. Может, он пока останется? Катя с улыбкой ответила. Да, конечно, пусть остается. Вдвоем всегда веселее. Таким образом, кота, которого прозвали Целитель, приняли в семью. Ни у одного из соседей его не узнали. Откуда он пришел и почему именно к ним, теперь это вечная тайна. Для Александра это было не так важно. Он благодарил судьбу за этого серого мохнатого друга, который как-то выбрал именно его дом. Теперь здоровье Саши стабилизировалось. Его боль утихла, и даже доктора поражались скорости его восстановления. Казалось, что в его организм влили новую энергию, предоставив ему возможность для долгой и счастливой жизни. Кто знает, может быть, это все случайность или совпадение. Но Александр верил, что маленький серый кот не просто так вошел в его жизнь. По его мнению, кот не смог проигнорировать чужую боль и сделал все возможное, чтобы ее облегчить. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы и дальше будем радовать вас невероятными историями, о которых не рассказывают по новостям. Делайте добро, и оно обязательно вернется к вам.